необычных и смелых экспериментальных машин Второй мировой войны гибридном железнодорожном танке, который мог буквально лететь по рельсам со скоростью пассажирского экспресса. Речь идет о проекте Schienen-Kettenfahrzeug СК-1, созданном на базе немецкого среднего танка Panzer-3. По сути, это была полноценная бронедрезина, но с уникальной возможностью в считанные минуты превращаться в обычный боевой танк, способный действовать вне железной дороги. Работа над этим необычным проектом началась в конце 1942 года. За разработку отвечала венская фирма Sauerwerke, которая построила всего 2 или 3 опытных прототипа. В качестве основы инженеры выбрали самую современную на тот момент модификацию Panzer III Ausf N. Эта версия уже серийно выпускалась и отличалась установкой короткоствольной пушки КВК-37Л-24, которая лучше подходила для поддержки пехоты и борьбы с укреплениями, чем длинноствольное орудие предыдущих вариантов. Главной технической изюминкой проекта стала полностью переработанная ходовая часть. Конструкторы установили на танк 4 небольших металлических железнодорожных колеса сравнительно малого диаметра. Самое интересное, эти колеса были подъемно убирающимися. В походном положении или при движении по бездорожью они полностью прятались в специальные ниши внутри корпуса, не выступая за габариты и не мешая работе гусениц. Когда требовалось перейти на рельсы, экипаж с помощью специального механизма опускал колеса, и танк плавно вставал на железнодорожное полотно. Привод на железнодорожный ход был реализован максимально просто и надежно. Крутящий момент отбирался напрямую от основного бензинового двигателя Maybach HL-120. Никаких дополнительных моторов не потребовалось. Благодаря этому СК-1 на рельсах мог разгоняться до впечатляющей скорости около 100 км в час. Для сравнения, другие бронированные боевые железнодорожные машины того времени редко превышали 60 км в час, а многие импровизированные дрезины были еще медленнее. Я также напоминаю, что не стоит подписываться на мой Boosty, ведь там вы можете не только поддержать мое творчество, но и увидеть что-то интересное обо мне. Ссылочка будет в описании, но не подписывайтесь, пожалуйста. Поехали. Важно отметить, что в отличие от большинства других железнодорожных импровизаций немцев, этот проект не шел на компромиссы с боевыми качествами. Танк полностью сохранял свою башню, пушку, пулеметы и все штатное оборудование линейного Panzer-3. Он мог съехать с рельсов и сразу вступить в бой как полноценная боевая машина без необходимости снимать или переставлять вооружение. Зачем немцам вообще понадобился такой скоростной гибрид? В 1942 и 1943 годах партизанское движение на оккупированных территориях Советского Союза и Восточной Европы значительно активизировалось. Железные дороги стали главной целью диверсий. Немецкое командование планировало использовать СК-1 для быстрой охраны и патрулирования важных железнодорожных магистралей. Кроме того, такие машины предполагалось включать в состав бронированных железнодорожных отрядов. Идея была проста и эффективна на бумаге. Танк на высокой скорости прибывает по рельсам к месту нападения партизан, быстро съезжает с путей и сразу же вступает в бой, используя всю свою огневую мощь и броню. Конечно, представить, как такая машина будет вести себя в реальных условиях, довольно сложно. Особенно интересно было бы посмотреть на процесс перехода с рельсов на грунт во время весенней или осенней распутицы, но, судя по всему, разработчики верили в жизнеспособность идеи. Судьба проекта оказалась недолгой. 20 октября 1943 года один из готовых прототипов продемонстрировали лично Адольфу Гитлеру. Испытания показали вполне обнадеживающие результаты. Машина уверенно двигалась по рельсам, успешно переходила с гусеничного хода на железнодорожный и обратно. Тем не менее, дальше опытных образцов дело не продвинулось. Массовое производство так и не было запущено, и СК-1 навсегда остался в истории как редкий и необычный эксперимент, существовавший лишь в нескольких экземплярах. В доступных источниках точные причины отказа от дальнейшей разработки не указаны. На мой взгляд, немцы здесь в очередной раз проявили склонность к техническому усложнению. Проект получился довольно дорогим и сложным в производстве и обслуживании. Кроме того, для борьбы с партизанами у немцев уже было достаточно трофейной техники, захваченных советских и других бронемашин, которые можно было адаптировать под охрану дорог гораздо проще и дешевле. Еще один серьезный вопрос – уязвимость. Тяжелый танк
несущийся по рельсам со скоростью 100 км в час, представлял собой очень заманчивую цель. Партизанам достаточно было повредить путь, убрать рельс или устроить завал, чтобы превратить скоростную машину в груду металла. Пустить такой транспорт под откос было бы относительно несложно, и последствия могли быть катастрофическими. Из интересных послевоенных фактов, после окончания войны некоторые оставшиеся «Панзер-3» лишались башен и превращались в импровизированные железнодорожные локомотивы. Их корпусы использовали для перемещения вагонов и ремонта путей в разрушенной Европе. А что думаете вы по этому поводу? Была ли у проекта СК-1 реальная перспектива, или это был очередной пример немецкого инженерного перемудривания? Стоило ли доводить его до серии, или лучше было сосредоточиться на более простых и массовых решениях? Обязательно пишите свои мысли в комментариях, будет интересно почитать разные мнения. Спасибо большое, что посмотрели видео. Если вам нравятся необычные и малоизвестные страницы истории и техники Второй мировой войны, не забывайте подписываться на канал и смотреть другие свежие ролики. До новых встреч!